То, о чем я сейчас расскажу, может случиться, скажем, в Израиле. Впрочем, не только в Израиле, но мы про Израиль. Никто не застрахован от того, что обычный рабочий день может завершиться грандиозным стрессом. Ладно, не будем тянуть кота, сами знаете за что, обо всем по порядку. Обычный рабочий день в Израиле. Была определенная напряженность из-за ситуации с безопасностью. Помните историю с пейджерами, когда они одновременно делали бух-бух? И все ожидали исполнения угроз Ирана. Однако жизнь в Израиле продолжалась. И работу никто не отменял. Работал, как обычно, периодически читал новости. И пришло сообщение. Новостные каналы писали о том, что в ближайшие часы, вероятно, масштабная атака на Израиль из Ирана. Я решил на работе в этот день не задерживаться. Очень неприятно, когда тревога или какая-то опасность застает тебя в дороге. В общем, я поспешил домой. Цева Адом. Едва я сел в машину, как небо осветилось сотнями ракет, несущими смерть. Я поспешил назад, в защищенную комнату, но проходная была закрыта, а свой картиз, который открывает все двери, я оставил в машине. Быстро сориентировался, что можно спуститься на подземную автомобильную стоянку. Минус 2 этаж, нормально. Подождал положенные по регламенту 10 минут, вышел на улицу, но тревога повторилась. Пришлось возвращаться. Спустился, подождал еще. Появились первые машины, я решил, что можно ехать домой. Опа. И снова Цева Адом. На канале есть видео с подробным описанием, как действовать в случае воздушной тревоги. Ссылку я дам в описании. В случае, если тревога заставила вас в дороге, необходимо прижаться к обочине, выйти из машины и лечь на землю. Я решил поступить по инструкции. Но далеко не все придерживаются правил. Кого-то, может быть, страх парализует, и они несутся вперед. Но едва я вышел из машины, моя машина улетела на 10 метров вперед. Хорошо, что я стоял не спереди. Иначе этого видео не было бы. Очень быстро приехала полиция, амбуланс, и я начал фотографировать место происшествия. Как можно быстрее свяжитесь со своим страховым агентом. Он расскажет, что делать дальше. И очень важный момент. Необходимо получить в полиции справку о причастности к дорожно-транспортному происшествию. Без нее вы не сможете предъявить претензию. И знайте, получить ее можно в любом отделении полиции. Вот такая история случилась со мной. Поэтому, я думаю, будет многим интересно и полезно знать, как действовать в аналогичной или похожей ситуации. Знаете, война в Израиле – это состояние перманентное. И тревоги, я уверен, будут еще не раз. Да, впрочем, даже не в войне дело. Мало ли какая ситуация может возникнуть в пути. Как вы догадываетесь, я хочу поговорить сегодня про страхование. А точнее про автострахование в Израиле. Страховка – вещь не дешевая, но очень полезная. Поверьте, я в этом убедился. Автомобиль – это средство повышенной опасности. И если не вы, то вас. Короче, вы люди умные, делайте вывод сами. Итак, какие в Израиле есть виды автострахования и что в них входит? Сразу после оформления прав собственности на автомобиль ездить на нем по закону нельзя.
Каждый владелец транспортного средства обязан приобрести полис обязательного страхования гражданской ответственности. В Израиле это называется битуах хава. Но эта страховка покрывает только ущерб, который был нанесен здоровью или жизни самого водителя, его пассажиров и водителя машины сопричастной, в общем, тех, кто пострадали в ДТП, а также пешеходов. И компенсацию за поврежденное имущество она не предоставляет. Восстановление своего автомобиля после аварии, так и чужого придется производить за свой счет. Поэтому многие, наверное, большинство израильтян в дополнение к обязательной страховке приобретают еще одну необязательную, но иногда, как выясняется, очень желательную. Audio Jungle. Какие еще бывают страховки? Битуах Макиф или Цад Гимель. Что это за страховки и чем они отличаются? Каждая буква еврейского алфавита выражает свое числовое значение. Буква Гимель третья по счету и обозначает число 3. Цад, слово «цад» переводится с иврита как «сторона». Дальше нетрудно догадаться. Цад Гимель обеспечивает страхование имущественного ущерба, причиненного третьим лицам. Страхование третьих лиц – это достаточно популярная страховка на машину среди израильтян, так как она дешевле полного страхования, но при этом позволяет избежать многих незапланированных расходов в случае ДТП. Однако следует помнить, что при этом будут возмещены только ущербы, затраты третьей стороне, а свой автомобиль нужно будет ремонтировать за наличные, за свои деньги в смысле. В полис страхования Цад Гимель можно включить и дополнительную защиту. Услуги буксировки, эвакуации, страхование стекол от случайного повреждения или вандализма. И покрытие ущерба, нанесенного здоровью третьих лиц. Лучше всего для такой страховки подходят старые автомобили с низкой стоимостью. Так, дальше. Третья страховка, вид страхования – это битуах Макиф. То есть комплексное страхование, благодаря которому можно покрыть материальный ущерб, причиненный как и собственному автомобилю, так и транспортному средству третьей стороны. Битуах Макиф покрывает не только ремонт повреждений, полученных автомобилем ДТП, но и другие риски. В частности, ущерб от вандализма, пожаров, ограблений и краж. Кроме того, в полис можно включить дополнительные услуги, например, техническое обслуживание в пути, то есть выезд специалиста для замены колес, масла, тормозной жидкости, мелкого ремонта и прочее. Страхование аксессуаров, то бишь аудиосистема, видеорегистратор, детские кресла, чехлы. В общем, это можно застраховать от кражи, повреждений и прочего. Предоставляется временный автомобиль на замену вам. Рехев Хилув. То есть, допустим, у вас сломался, вы попали в ДТП, машина, нужно пока ее чинят, где-то что-то, вам нужно передвигаться, и вам за счет страховки дадут другую машину. Собственно, как было и у меня, но об этом дальше. Дальше можно включить в это страхование оплату юридических услуг при судебном разбирательстве. Собственный автомобиль клиента страхуется до размера балансовой стоимости.
которая высчитывается с учетом амортизации и берется из специального справочника цен, так называемый Мехерон. В случае аварии автомашину осматривает оценщик, на иврите шамай, который должен определить стоимость ремонта и размер амортизации. Эти все выплаты суммируются, и вы все это можете получить по страховке. В общем, это все так, очень кратко, то есть самый-самый-самый необходимый минимум знаний. У меня была полная страховка Макит, которая включает и эвакуатор. Да, кстати, я чуть не забыл. Необходимо связаться со службой эвакуации и назвать им адрес, по которому необходимо эвакуировать автомобиль, в случае, если транспортное средство не может находиться на дороге. И дать адрес, куда, в общем, автомобиль нужно это доставить. Адрес вам даст страховой агент. Эвакуатор дожидаться не обязательно. Достаточно переслать по WhatsApp точное место ДТП. Это можно делать с помощью Waze или Google Maps. Сфотографировать машину и все. Дальше можете добираться домой самостоятельно. Каким образом решать вам? Дело в том, что дождавшись эвакуатор, не факт, что найдется место в кабине. И, впрочем, водитель эвакуатора не обязан подвозить клиента. Можете вызвать такси, можете попросить кого-то из близких за вами приехать. В общем, эту проблему решать вам. Так, что еще? Моя жизнь устроена так, что без машины никак не получается. Да, поездки по стране, независимость от общественного транспорта по субботам. Это все понятно. Но самая главная проблема – это работа. И мне очень затруднительно было бы работать без машины. Точнее, добираться на работу без машины. Про свою работу я рассказывал уже в предыдущих видео. Да, правильно. Ссылки есть в описании. Менять работу не лучший вариант для меня. Меня все устраивает. Точнее, почти все устраивает. Но не про это сейчас. Сейчас про страховку. На следующий день после случившегося мне позвонили из страховой компании и сообщили, что я могу, согласно условиям страховки, получить автомобиль на прокат сроком на 21 день. Для этого нужно пойти в пункт проката, сказать, что я страховой компании, и там все вопросы решены. Конечно, 21 день это не очень большой срок, и проблему это не решает, но все-таки лучше, чем ничего. Получил я вот это чудо техники. Kia Picanto. При получении машины обязательно отметьте все проблемы. Все это должно быть отражено в бланке, который заполнит сотрудник проката. Обязательно укажите пробег автомобиля и остаток топлива. Ну что, сделаем небольшой обзор машины. Какого он года? Ну, впрочем, это не так уж и важно. Это Picanto третьего поколения. Выпускается с 2017 года. В 2020 году был рестайлинг. Кстати, в 2022 году Picanto занимал первое место в списке самых популярных автомобилей Израиля. Если не ошибаюсь, в Израиле Picanto предложен в единственной версии с двигателем 1,2 литра, мотор 79 лошадиных сил и автоматическая коробка передач. Производитель называет свое детище настолько продуманный, что при компактных размерах его салон очень просторен и удобен. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Стоп, даже не так. Мне, человеку с ростом 185 сантиметров, средней комплекции, здесь охренительно неудобно. Мультимедиа управляется с руля, это нормально, круиз-контроля нету. Ну ничего. Само мультимедиа простое, но можно подключить по Bluetooth телефон, ну, в общем, терпимо. Руль. Регулировка только в одном направлении, по вылету нету. Ладно, переживем.
стеклоподъемники, все работает нормально. Так, ну что, поехали прокатимся. Так, ну нужно признать, что машина достаточно резвая. И в принципе можно съесться в ней удобно. Но для этого я отодвигаю полностью водительское кресло, но за мной уже сидеть не сможет никто, даже маленький ребенок. И еще немножко напрягает какая-то, вот, ну скажем так, вот я не сильно широкий в плечах, но такое ощущение, что когда со мной кто-то рядом сядет, мы будем тереться друг от друга. Не буду вдаваться в технические подробности, ездить можно нормально. И если мне придется взять машину на прокат за границей где-то, я в принципе вполне могу взять Kia Picanto. Audio Jungle. Так как вся история эта случилась поздно вечером, утром следующего дня я отправился в гараж, куда эвакуатор должен был доставить машину. Во-первых, я должен был убедиться, что машина на месте. Во-вторых, никакого акта приемки сдачи не будет. Скорее всего, ее поставят где-то рядом с гаражом. Нужно будет ее найти, а также забрать личные вещи. И, внимание, не вздумайте забирать что-то еще. Снимать с машины то, что вы посчитаете ценным. Двигатель, коробку, зеркала и мультимедиа, все это должно быть на месте. Это отразится потом на стоимости, которую произведет оценщик. Все будет учтено. Мне оценку сделали в течение недели. Забрал все вещи из машины и теперь остается только ждать. Скажу честно, я человек нетерпеливый. И процесс ожидания для меня всегда мучителен. В какую сумму оценят то, что осталось от моей машины? Этот вопрос очень мучил меня. Но делать нечего. Нужно ждать. Audio Jungle. В некоторой степени поможет удовлетворить любопытство относительно этого вопроса цены. Мехерон Леви Ицхак. Очень полезный ресурс, который есть в онлайн бесплатном доступе. Некоторые функции платные, но в принципе многое там бесплатно. По номеру регистрации автомобиля вы можете узнать о нем, ну если не все, то очень многое. В том числе и остаточную стоимость. Приблизительно, конечно. Советую пользоваться не приложением, а сайтом, так как сайт можно переводить на русский язык. Конечно, немного коряво, но все-таки более-менее понятно. Существует два пути получения компенсации. Первый вариант занимает меньше времени, где-то около месяца. Это получение компенсации из своей страховой компании. Но в этом случае есть и отрицательная сторона. Вы портите свою страховую историю. Зато в течение месяца-полтора вы получите те средства, которые вам причитаются. Второе решение вопроса – получить деньги из страховой компании, в которой был застрахован водитель, по вине которого случилось дорожно-транспортное происшествие. Плюс это то, что вы не портите свою страховую историю, а значит последующая страховка у вас будет на прежнем уровне или дешевле. Минус заключается в том, что это более долгий процесс. Минимум месяца 3, возможно больше. Audio Jungle. Что дальше? Мне нужно было быстрее купить новый автомобиль, поэтому я пошел по первому пути. То есть я решил получить компенсацию со своей страховой компании. Оценщик полностью списал мою машину, то есть восстановлению она не подлежала. Мне причиталось 100% остаточной стоимости.
Учитывается год выпуска, пробег, количество предыдущих владельцев, а также использовался ли автомобиль в коммерческих целях. Ну, например, такси, прокат, лизинг. Все это суммируется, минусуется, высчитывается сумма компенсации. Теоретически, да и практически возможна ситуация, когда мехерон, то есть оценка, выше, чем цена приобретения вашего автомобиля. Тогда вы в шоколаде. Если кто был в такой ситуации, напишите в комментариях, пожалуйста. В общем, получил я деньги плюс-минус в обусловленный срок. И все время ожидания я истязал себя мыслями, какую же машину купить. Это было очень непросто. Ну, во-первых, понятно, бюджет ограничен. А какой-то такой древний раритет мне никак не хотелось. Проблема еще состояла в том, что современный автопром устроен так, что в него не заложено такое понятие, как долговечность. Современные модные автомобильные веяния, такие как турбированные двигатели, трансмиссия робот или вариатор, абсолютно несовместимы с понятиями большой пробег и надежность. Ну, а гибридные автомобили, во-первых, они гораздо дороже, а те, что попадают в те рамки, которые для меня финансово приемлемы, ну, они уже выжаты до предела. Ну, не было смысла. Короче, я был в поиске атмосферника, работающего в паре с классическим автоматом и возрастом, хотелось до 10 лет. Маленькие машины типа Пиканта, Hyundai i10, Toyota Yaris не рассматривались. Chevrolet, Opel, а также представители французского автопрома тоже в стороне. Короче, как-то так. Естественно, я выбор уже сделал к моменту выпуска этого видео и купил новую машину. Какую? Если вам интересно продолжение, чем закончилась эта история, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Я обязательно его сделаю, если у вас, уважаемые зрители, возникнет интерес. Я очень надеюсь, что это видео было полезным. Жду с нетерпением ваших комментариев. Они очень нужны для продвижения канала. А если есть какие-то вопросы или хотели бы вы что-то новое узнать о жизни в Израиле, также пишите. Возможно, новое видео будет по вашим заявкам. Ну, на этом сегодня все. До новой встречи. Bye.